Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Я создал карту и разделил ее, как видите, на 4 территории. Здесь у нас есть люди, здесь у нас орки, здесь дворфы и здесь эльфы. И я хочу увидеть, какая из этих рас победит. То есть вы можете видеть, что я здесь создал каждому по камню. В середину разместил самую хорошую руду. Так, это у нас адамантий. И, то есть, накинул всего по чуть-чуть обычной руды, мифрил, серебро, золото, вот так вот вокруг. Вы видите сразу за эту миграцию овечек? То есть я всем в локации создал всего поровну. То есть я каждому накинул там по 10 куриц, каждому накинул овец, каждому накинул коров. Каждому создал кусты, каждому деревья. То есть всех одинаковые условия полностью. Ну и, как вы видите, люди разделились уже на 3 королевства. Орки на 2. Непонятно, где еще один шастает. Дворфы тоже на 2, а эльфы на 3. Интересно, что с этого получится. Пишите обязательно в комментарии, за кого вы болеете. Кто вы думаете победит в этой стычке. Так, я, наверное, по чуть-чуть ускорю время, чтобы было интереснее наблюдать, потому что это играть будет долго, не вряд ли получится. Так, лидер, ты уже кого-то убили, что ли, барана? Что это за миграция овец, вы это видите? Это ужас. Они все просто вместе. То есть, тут есть хоть кто-то? Так, корова здесь. А овцы где? То есть все овцы с всех 4 материков, просто, даже можно сказать, островов, сбежались воедино? Жесть. Мне интересно, будут ли эти расы между собой воевать, или они все дружелюбные? Так. И обязательно пишите еще, может, им как-то надо было бы усугубить. Или, кстати, свои идеи пишите для видео следующего, я попытаюсь их реализовать. Так, давайте сразу будем смотреть, что у нас еще есть. Так, ускорим еще, наверное, в X3 давайте. Так, ну, пока не развивается. За камнем пока вообще никто не идет, я так вижу. Все пока заняты тем, что добывают деревья. Ягоды вроде вообще никто не собирает. А тут собирают, интересно? Тут, ну, пока копают. Да, вон собирают. Так, у людей уже в сумме 27, 33 человека. Орки очень долго развиваются. Эльфы идут на уровне... Но люди пока самые быстрые, как по мне. Дворфы себе здесь спокойненько сделали. Базу такую неплохую. Так, что у нас есть по кнопочкам? Конфетный семя, конфетный биом. Ну, нам пока... Бля, смотрите на это! Это реально просто все овцы сбежались, как по ментальной связи. Кислотный горячий источник. Так, давайте им еще построим источник, я думаю. Хочу один такой. Так вот. Опа. И вот так делаем. Вот. Теперь это мы все травой закинем. Хотя, возможно, травой не стоило бы, потому что будет же здесь источник. Возле него... Сейчас увидим. Так, это что? Тепловой луч. Офигеть. Так, где? Горячий источник. Вот. Вот так вот. А это что такое? Корабль застрял? Королевство... Это и корабль застрял. А чё он... А, все. А, эти уже порт построили. Офигеть. Можем ради справедливости построить еще. Так, стоп, это кто уже захватил? Это эльфы. Ну-ка, посмотрите, как эльфы нагло воруют середину карты. Они не теряют времени. Вон уже разместил себе здесь и палатку. Он идет к людям. Аж территорию людей захватывает. Так, что у нас по этому? Прошло 13 лет уже игровых. Так. Так, кто у нас тут такой бегает?
Так, эти Miners of это разделили, это тоже майнеры. Диона, Эора, Moon, Empire, Sun, Axe of Auk, Урк. Так. Что ж с этого всего будет интересно? Он уже корова мигрировала. Так, что это за... Где это? А, а зачем вы убиваете корову? Ну, я в шоке, что вы же можете молоко добывать. Так. Опа. Че у эльфов тут? Опа. Уже есть домик. Как это называется? Ратуша, да? Напишите в комментариях, потому что я в эту игру играю мало. Только новичок. Тут тоже, я так понял, будем называть это ратушами. Здесь 3 ратуши на 3 города. Королевство, получается, потому что мы отображаем королевство. То есть это отдельное королевство. Тут 2. Заметьте, ни одни не захотели жить именно вот одним цельным обществом. То есть каждый захотел свой кусок забрать. Ага, орки себе это еще забрали. Быстро-быстро они отжимают землю. Так. Что, они овец истребляют? Боже, какие они эти? Боже, неужели нельзя разводить? В чем проблема? Так, список... Ну, альянсов, понятное дело, что не будет. Королевств много. Так, список войн. Но войн еще нет. Королевство, так. Ага. Вот, да, вот это 2 из 4 поселения. Хорошо. Так. Короли с более высоким навыком управления могут править большим количеством штрафов без поселений. Интересно. Так, сколько понадобится лет, как вы думаете, на то, чтобы до чего-то здесь все дошло? Так. Люди, дворфы, эльфы или орки. Кого же получится победить? Я что-то не видел, чтобы руды кто-то добывал, блин. Или добывают. Овца опять сюда мигрирует. Так, орки, эльфы, эльфы. То есть люди вообще не выходят? То есть люди себе вот здесь чисто спрятались и все? Сколько у людей у них уже? Примерно 120. А у эльфов уже 100, 170, 180. Не, ну эльфы пока прям очень развиваются сильно. Так, люди с орками воевать хотят? Или еще кто-то? Так. Замедляем время. Что у нас происходит? Кто-то уже войну кому-то объявил? Нет. А что это у нас за значки? Вот это вот. Так. Взглянуть на лидера поселения. Столица. Да, вот есть столица все-таки. Лидер. Легендарная хэви-палка, поняли? Так. Что-то мы можем еще достроить. Что у нас здесь есть? Болотные семена саванны. Довольно тепло. Огонь поджигает пиксели. Это нам не надо. Силы массового уничтожения пока что нет. Метеорит. Ну, тоже не хочется. Фитиль, напалм. Шар для боулинга. Интересно. Снос. Так, что у нас тут? Пока непонятно. Что, все? О, пошла. Что-то вот. Идут. С чем идут? Так, голодный идет. А чё, без ничего вообще? Урон 7-15, возраст 30. Стоп, кто это сделал? Прекрати. Так. Интеллект. Офигеть. Как-то можно эти черты характера настраивать? Мне это интересно. Я бы с удовольствием этим бы занялся.
Офигеть. Орки. А, это орки убивают. Ага, понял. Ну, они нормально, кстати, так одеты, я бы вам сказал уже. По виду прям норм. Жалко, не могу посмотреть. 20 урона, 3% брони. Я не могу просто посмотреть, во что они. А, это людей поселение. А, я думал, это орков, а это людей. Офигеть, они наглые. Вы заметили, что вот с прошлой серии даже уже теперь опять видно, что люди очень далеко заходят сразу. Они сразу пытаются прям вот все захватить. Так, эльфов то ли захватили, то ли они объединились. Не знаю, что именно произошло. Но теперь их 2 поселения. И, в принципе, почти всех уже 2. Уже нету по 3. То есть уже объединились более крупные. Так, вы что тут воюете? Дерево, легендарное оружие. 24 урона, офигеть. Чё? Чё это? Это метеорит упал был? Королевство Майнерс было уничтожено. Они его уничтожили все-таки. Это все они через войну его забрали. То есть они появились, разделились, сами друг с другом повоевали и все, и образовали одно единое государство. А тут метеорит, по всей видимости, упал. Как бы отчасти им повезло, потому что руда на их стороне, я так понял, самая дорогая. Да, и теперь у них есть потенциал к развитию еще больше. Но немножко пострадала земля. Ну хорошо, что хоть упала с краю, а не на ратушу. То есть, так что свои плюсы и минусы, так скажем. Ну, руду потихоньку все копают, но не торопятся. Так, ну, пока, как по мне, победят эльфы, я не знаю. Что вы думаете, но... Так. Все, у этих пока все спокойно. Они не лезут никуда, они себе объединились и остались. Так, тут что? С кем ты воевать хочешь? Король. Влияние 145, счастливое настроение. Так, все, тут уже все отрастает, все хорошо. Так, что у нас у орков? Как-то бедно, честно говоря. Они будто вообще не развиваются. Они не продвигаются по территориям. Они не захватывают вот эту территорию. Даже это стоит, это же их. Люди пока сравняли границы и поджимают розовых. Не дают им выйти. Что это будет по итогу? Так. Эльфы между собой дерутся, да? Да. 100 на 100. 100 и 125. Жесть. Легендарное оружие. Ребята, ну вы же эльфы. Зачем вы между собой воюете? Почему ж просто не быть альянсом? Я в шоке. Сейчас вообще может быть что-то такое, что две расы объединятся, и мы такие типа, чё? Ну, увидим. Самое будет удивительно, если эльфы с орками объединятся. Это будет вообще... Все, кто победили. Серьезно? Так у них же население было... А, стоп, 124. Они территорию потеряли. А, вот еще их армия. Ага. То есть они пока отдали территорию, но они не проиграли. Я думаю, бы у них население было больше. Почти в половину. Ну, жесть, эти так нормальный кусок такой взяли. Опа, орки начали тоже воевать, да? Между собой. Да, и орки начали уже делать единое государство. Но заметьте, ни одно не пытается быть альянсом. Ни одно. То есть все воюют до единого. Так. Вот, хотя у нас вроде бы все включено. Колония, королевство поставить много. Так, ну да. Жилье это не надо. Это нам тоже не надо. Так. Ё-ё, они потеряли армию. Офигеть. Все, у этих просто вся территория захвачена. Пока, говорю, у эльфов прям жесткое превосходство. Они уже и войну одну выиграли. И еще идут сразу нападать.
Они, в принципе, первые напали. Они хотят дожать это. Но эти прям, конечно, хитрые. Забрали прям всю середину территории. Ой, это кто такой огромный? Ты. Чё он такой большой? Ну, не проиграли по-любому. Жесть, что там происходит? Давайте назовем его Элистра. Не знаю, просто хочу, чтобы было проще идентифицировать. Грин. Что не сохранить? А, все, нет государства. Все, офигеть, 230 человек, 229. Так, этих тоже, все, стало единое. А у людей что? Просто сожительствуют отдельные два мини-государства? Интересно. Так. Пока у эльфов просто все шансы. Но если, конечно, они пойдут условно всей своей армией разменяются с кем-то, а потом на них еще, ну, то есть строи подожмут со всех сторон, то они могут вполне проиграть. Так, ладно, двигаемся чуть быстрее. Посмотрим, что произойдет дальше. 33 года уже прошло. И пока между собой никто не воевал, в плане типа именно рас. Но внутри одной расы уже было много стычек, уже почти все по итогу объединились. То есть они изначально разделили королевство, но теперь вот по итогу и люди тоже идут до того, что все равно объединяются в одно единое. Насильственным путем. Не союзом, не альянсом. Никто не хочет править по отдельности. Все хотят иметь свое одно. В принципе, это как бы легче, когда одно государство, чем много по чуть-чуть. Ну, просто не через убийство же. Так. Чё, король тусит просто, да? Где король? Вот это король, да. 15 детей имеет. Офигеть. Легендарное оружие. Создано 20 лет назад. Он сходит с оружием, которому 20 лет. Все. И они объединились в одно цельное. Так. Ну что будет дальше? Место до новой эпохи. Сейчас наступает эпоха солнца. Раса борется за выживание в сложных... Ага. Ну давайте. Следующую эпоху. Посмотрим. Что у нас будет? Началась эпоха солнца. Сейчас очень жарко у них. Растительность прямо уменьшается, смотрите. 640 населения общее. И уже 400-500 смертей скоро будет. Ой-ой-ой-ой. Так. Это что? Я что-то пропустил? На эльфов кто-то был напал или что? Блин, вот промотку нельзя включать, только включаешь, сразу что-то интересное происходит. Так, у этих уже 3 ратуши. У этих 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так. Ну, они даже забрали всю среднюю... Они всю руду скопали, посмотрите, просто ничего. Чуть-чуть золота и чуть-чуть серебра, все. Это значит, я так понимаю, просто желание воевать. Типа сейчас он помигает, и он захочет пойти на кого-то в войну. Оп. Галочка. О, да, вон. Все, на орков. Ну все. Видим, как смогут ли орки защититься. Да. 200 на 150 населения. По сути, орки сильнее эльфов должны быть по природе. У них даже вон 20 урона, но посмотрим. И не воспользуются этим ни люди, ни... Ну, дворфы вообще... Они так челово живут. Они вообще ни с кем не воюют, им все равно. Они живут все, даже не дозабрали, даже до камня не дошли. Собирают свои ресурсы по чуть-чуть себе, и все. И кайфуют. Я удивлен, кстати, что
это не орки начали буйствовать первые, а именно эльфы. Эльфы прям вот, ну, давят. Очень наглеют. Ну и, кстати, по населению у эльфов оно очень сильно понижается, вы видите? То есть, то, что я говорил, то есть орки по факту сильнее, я не знаю, эльфы слишком уверенные в себе были. Вон орки, все, орки теперь сейчас просто захватят все. Не знаю, эльфы, конечно, да. Потеряли территорию теперь из-за этого. Как по мне, эльфы сделали большую ошибку. Это мало ли того, что они сейчас какие центр потеряют. Но они могут сейчас в теории потерять и все остальное. То есть центр все точно, да. Центр они все профукали. Ну, орки, как я и говорил, отыграли хорошо. Так. И они идут дальше. Вот за то, что я говорил. Теперь эльфы могут проиграть совсем. Это могла быть ключевая ошибка. Да. Видимо, эльфы сейчас проиграют. Причем из-за своей наглости. Они могли спокойно были держать центр и это, и просто там дефать. Но нет. Они захотели напасть. И заметьте, орки даже не взяли ни этот кусок земли, ни этот кусок земли. То есть они себе аккуратненько в этой части развиваются, и все. То есть нормально, они не расширяются. Ну да, эльфы все. Эльфы на выбывание. Смотрим. Пам, 110. А у этих население только растет, у орков. 108. Так что, еще и желтые хотят напасть. То есть теперь еще и желтые идут в это мясо. Не, ну в принципе я это ожидал, что люди... Вот я когда они тут дрались в середине, я говорю, ну, типа, что вот сейчас люди должны напасть сбоку. Но нет, люди хитрее. Они начали нападать, когда уже эльфов почти вообще не стало. И теперь зайти в спину оркам. И теперь они будут драться за клочок земли. А дворфы кайфуют. Дворфам норм. Они себе на чили, на расслабоне, мирное государство. Они уже вон до мечей дошли, алло. Ребята, у них мечи уже. Где, у кого это был меч? Ладно, потом. У них мечи уже. Стоп. Лигина, это что? Камень? Вон тоже есть. То есть они уже все дошли до мечей, хорошо. Но по-прежнему они развиваются. Хотя, наверное, и эти тоже будут тихоря развиваться. Так, у людей 170 населения, но Листра потерпит поражение. Да. Посмотрим уже в ускоренном немножко варианте. Так, а люди тут что они делают? Они разрушили здание. Так, эльфы стянули сюда. А что, орки отступили? Нет. Листры просто жопа. Стоп, они в альянсе? Нет. Они не в альянсе. Но они не воюют. То есть люди и орки тут пока просто... А дворф что делает? Вы шо? Дворф, вы хотите все проблемы сейчас нажить? Честно, пока вообще не понятно. Я думал, изначально выиграют эльфы. Но тем, что они пошли так вот просто колоссальной ошибкой на орков, это все. То есть теперь, честно говоря, даже вообще не могу понять, кто победит. Так, все разошлись по своим делам, да? Орки, а дворфы... То есть орки пошли, их уничтожили, а дворфы такие, ну, мы заберем себе эту территорию, спасибо. И все, да, и пересасываются туда. О, кстати, они начали уже потихоньку. А орки тут забрали. Прям перед дворфами. Я не знаю, что с этого будет. Так, и люди вот здесь начали обосновываться. Руда закончил. Все, вот тут буквально вон 2 жилы остались.
Так, что у нас по оружию? Палки до сих пор еще некоторых. 55 лет. Так. Все тихо, тихо. Опа. На кого орки тебе? То есть они почувствовали вкус крови, да? И я так понял, это сейчас будут с людьми? Махач? Или с кем? Наступать сезон засухи. Я думаю, им все равно. Блин, растительность уменьшилась в 2 раза. Было 4000, помните, сейчас 2. То есть просто все засыхает. Так. На дворфов напали люди. И орки напали. Так я не пойму, они в пати? Они же вроде не в альянсе. И дворфов просто истребляют орки. И люди пришли. Да, и орки с людьми, они просто вдвоем душат. Нет, дворфы. И дворфов просто съели. Я в шоке. Все. Дворфов истребили. Эльфов истребили. Альянсов нет. Осталось 2 поселения. 2 королевства. Но у людей очень много населения. 240. То есть на 70 больше, чем у орков. В том при всем. Ой-ой-ой, пожар. Это из-за засухи или что? Так, люди захватывают себе уже пол острова второго захватили. Что ж, ждем кульминационный момент. Так, это кто воюет с кем? Ой-ой-ой. Там прям пожар. Растительности сколько? 1200. Они такими темпами даже просто-напросто, мне кажется, не доживут из-за... Не, ну тут все хорошо, здесь все спокойно. Прям, ну нет, деревья исчезают по чуть-чуть. Не знаю, увидим. Ой-ой-ой, сюда пожар перешел. Все сгорает. Оно же сейчас дальше пойдет. 1600 смертей. Так, началась война. То есть идет пожар, все уничтожается, и эти еще начали воевать. Люди с орками. И люди очень уменьшаются, и орки тоже. Так, что же с этого будет? С чем они идут? Орки. Так, огонь. Огонь распространяется, и он сейчас пойдет дальше. Он их сейчас тут может в тупик закрыть. Так, а это все население? Точнее, военная мощь. Вот еще нет. Вот военная мощь. А что вы тут делаете? У вас там... Орки, не, ну оркам тогда жопа. Дикий маг. Ой-ой-ой. Прибыл маг. Ребята, у вас такие проблемы. Ребята. Вы сейчас просто сгорите, да? Вы просто сгораете. А что, тушить как-то собираетесь, не? Вам вообще все равно, вам главное воевать. Нормальные люди, ну, серьезно. Да, по сути, тут даже не знаю. Не, ну люди напали на орков сейчас. Хотя пожар, вон они даже... И идут все равно, вон в огне. В огне дерутся, им все равно абсолютно. Огоньки, ага, это какие-то ифриты. И орков все меньше. Так, и чё? У этих уже даже домов почти не осталось, я не знаю. И растительности мало, все деревья просто сухие. Да у этих тоже, в принципе. Но у них хоть ферма. 3. Здесь вон 4-я развивается.
Так, пожар тут вроде тушится, да, чуть-чуть. Ну тут все, тут вообще. Где волшебник, кстати, делался? Надо было его пометить. О, водокачка. Такого уже поздновато. Ну люди здесь по-любому вин. Я не знаю, что сейчас должно произойти, чтобы им там упал метеорит, спавнился какой-то волшебник. Докачку зачем вы его ломаете? Вам что, воды мало? Следующая эпоха сейчас будет уже тьмы. Что там? Гузнусная тварь будет таиться в тьме. Так. И чё? Переживете вы это? А орки-то держатся. Немного сдвинулись. Смотрите, как растительность резко пошла вверх. Только закончилась засуха, и сразу растительность. Просто вон все травой начинает зарастать. Деревья появляться. Не, ну орки держатся. Смотрите, орки стоят. Люди прям захватывают. Все, они источник захватили. Но орки нет, они стоят на своем. Ой. Волшебник пришел душить их. За что? Почему орков? Почему не людей? Я в шоке. Просто все пришел спалить. Я в шоке. Как на него поставить? Я в шоке. Бедные орки. Сначала на них эльфы напали. Теперь и люди, да, хотят теперь додавить. Еще 6 человек осталось. Да, идут. Честно, они справятся с волшебником? Ну, он не такой сильный. Ну, блин, все спалил. Куда он делся? Он исчез. Видели? Он просто испарился. О, растительность сколько? 3500. Чё тут все горит опять? Орки, все. И восходство на этих 4 материках. Среди 4 рас самые хитрые, заметьте, люди. Прожили 93 года, почти 100. И люди дошли вот до чего. В принципе, неплохо. Так, до мечей неплохо. Ну, на этом, пожалуй, все. Мы проверили, кто. Я думал сначала, что эльфы, но, увы. Так что всем, ребята... Опа, сколько тут все сгорело. Пока, всем хорошего остатка дня. Увидимся.